Знаешь, я вот тут подумал и решил. Слишком уж все сомнительно. Особенно толкование тяготения. Вообще какой-то примитив. Значит, научное толкование тебя убеждает больше. Что ж, давай рассмотрим и его. По существующим ныне воззрениям, гравитацию провоцирует кривизна. Кривизна пространства, создаваемая массивным телом. Крупное тело в таком построении не совершает прямое движение. Оно движется по кривому, но считающемуся кратчайшим пути. Считающимся в этой теории, но, очевидно, не являющимся таковым. А как же тогда знаменитое «опыт, критерий истины»? Никак прикажете эту кривизну понимать. Ведь кривое возникает только в сравнении с прямым. Получается, что наука признает бытие не одного, а двух пространств. Скрытого, абстрактного, выступающего в роли плоского эталона, и кривого реального, содержащего все по факту. Так что принцип Оккама наука уважать перестала. Кроме того, хотелось бы узнать, какая поперечная сила все эти неровности продавила. Откуда она берется, непонятно. Непонятно и то, почему соседнее тело вдруг начинает двигаться, скатываться в эту яму, причем именно по указанной, кратчайшей якобы линии. Какая сила тяготения его туда увлекает? Почему происходит сближение, а не отталкивание? Почему двигаться надо в кривом мире, а не прямом и плоском? И вообще, почему сведение неясного к еще более сложному и неясному наука называет объяснением? Потому что более простое и точное толкование она пока не нашла. Согласись, правильная теория должна описывать точно все. Не соглашусь. Все слишком разнообразно, чтобы иметь единую теорию. Теорию можно придумать лишь для части всеобъемлющего целого. Но и в этой локальной теории противоречия все-таки неизбежны. О Гёделе в этой связи мы уже говорили. А что касается точности, вот смотри. Пусть точка А совершает движение, которое мы собираемся изучить. Для выявления правил движения мы измеряем ее положение в двух различаемых нами позициях. Правило становится очевидным. Для его проверки мы проводим еще одно измерение. И разочарованно вздыхаем. Оказывается, все не так просто. Тогда мы строим сложную теорию, точно объясняющую все. Но после недолгого торжества выясняется, что уточнять приходится и ее. Интуитивно мы понимаем, что точка движется по прямой. Просто все учесть невозможно. Но факты интуицию побеждают. Мы изменяем свое представление, сущность теряем, зато уточняем. Понимаешь? Наука верит, что формула важнее понимания. Формула, предписывающая все. Непонятно откуда взявшаяся, но выполняющаяся неукоснительно. Формула – это бог науки. Ты снова заговорил о религии. Словно других толкований и нету. Кстати, ты сам-то во что-нибудь веришь? Конечно. Без веры существование невозможно. То есть как это невозможно? Да так. Всякое реальное бытие должно иметь конкретную базу. Точку привязки конкретного знания, в рамках которого есть понимание. То есть осознание бытия становится достижимо. Особенности базы предвосхищают и особенности, привязанной к ней действительности. Всего того, что в ней можно как-то выделить или как-нибудь определить. В этой связи, к примеру, любое доказательство является лишь перефразом того, что было вложено в действительность изначально, как потенциальная возможность, а не факт. Почему было вложено именно это, понять невозможно. Понимаешь, исходная база не может себя как-то вывести или обосновать. Ей себя просто не с чем сравнивать. Нет ничего, на что бы она могла сослаться. О себе она может сказать только одно: «Я есть то, что я есть». Потому что она исходная, невыводимая из чего-то иного. Это аксиома, используемая для доказательства теорем, формулируемых и изучаемых частной жизнью. Принимать ее можно только на веру. И пока эта база не закрепилась, ничто иное не сможет проявиться. В принципе. Но если она возникла, должна быть и причина этого возникновения. А почему и, главное, кому должна? Пойми, в первичной инстанции это понятие неприменимо. Она возникает вне каких бы то ни было правил и предписаний. Потому что она первая. Это вторичные образования должны соответствовать тому, что было вложено в них создателем. Их создателем. Вот тут я ловлю тебя на слове. Ты однажды уже говорил: ничто не исключается, все что угодно возможно проявится. Значит, создатель всего проявиться может.
создатель всего, в том числе и базы, на которую ты ссылаешься. Стало быть, слово «должна» применимо и к ней. И вовсе ты меня не поймал. Ведь в исчерпывающий полном целом другой вариант допускается тоже. Вариант, при котором такого создателя нет. Поскольку базу я назвал первичной, то есть исключающей что-либо фактическое до нее, подразумевался именно этот случай. И поэтому сказанное мной остается в силе. Да, снова хочешь меня запутать. Хорошо, спрошу тебя прямо. Как ты считаешь, Бог есть или нет? Ну, если ты настаиваешь, могу сказать, что я знаю 3 варианта ответа на этот вопрос. И все они правильные. Какие же это варианты? Очень простые. Первый – Бог есть. Второй – Бога нет. И третий ответ – молчание. Но это же взаимоисключающие ответы. Как они могут быть правильными все? Очень просто, все относительно. Ты забываешь, что ответ всегда адресован конкретному индивиду. Если спрашивающий убежден, что однозначный ответ на этот вопрос существует, правильным ответом будет «Бог есть». Потому что его система верований подразумевает присутствие всеобщего начала, разделившего все ответы на правильные и неправильные. Если наличие этого начала он признает, то становится религиозным человеком, если нет – атеистом. Но независимо от того, признает он его присутствие или нет, оно в его системе верований есть. Понимаешь, атеисты ведь тоже верующие люди, причем верующие фанатично, настолько сильно, что догматы своей веры даже не замечают. А если спрашивающий сомневается? Если он сомневается, значит в его системе верований безусловного распределяющего начала нет. Поэтому для него правильным ответом будет «Бога нет». Ну хорошо. А третий вариант? На этот вариант я оставляю для себя, потому что понимаю, заданный вопрос относится к разряду фундаментальных, то есть тех, ответ на который не может быть выведен или обоснован. Никак. Поэтому лучше его не трогать. Понимаешь, при обсуждении базовых тезисов, очень далеких от нашего опыта, тем более предопределяющих общие способы толкования бытия, жестких констатаций лучше избегать. Ну хорошо, а если эту констатацию все-таки допустить? Полагать, что Бог все-таки существует. Как бы ты его определил? Как источник определенности. Такой источник в любом толковании мира есть. А вот как его называть? Богом, природой, Всевышней волею или, быть может, источником жизни? Вопрос вкуса. Ты же понимаешь, дело не в названии. Важно другое. Где этот источник мы пытаемся расположить? Или, если хочешь, каким мы видим свое положение по отношению к нему? Это главный вопрос, в котором реальному «я» приходится разбираться. Здесь очевидны такие позиции. Источник располагается или внутри обсуждаемого нами «я», или за его пределами. В первом случае, изучая кого-то другого, «я» заявляет «он такой же, как я», то есть другого считает отражением себя. Во втором полагает «я такой же, как он», то есть себя считает отражением чего-то иного. С точки зрения логики, разница здесь небольшая. Два индивида считаются равными, какую бы формулу мы ни выбрали. Но я тебе уже говорил, формальная логика, как и любые формальные языки, всегда чего-нибудь упускает. А в данном случае упускает самое главное. К какой категории существ рассуждающее «я» собирается себя отнести. В первом случае оно получает статус первичного существа, базы того, что последует далее. Во втором становится существом вторичным, целиком зависящим от того, что поступает к нему извне. Первое существо создает, второе потребляет, например, законы природы. В обоих случаях источник определенности есть. И в обоих случаях он выступает в роли опоры, на которую опирается все на свете. Но в одном случае эта опора считается внутренней, имманентной, как говорят философы, а в другом – внешней и непонятной, то есть трансцендентной. Ясно, что опора снаружи нужна лишь в случае, если не видишь ее внутри. И столь же понятно, что вынесение ее за свои пределы резко снижает стабильность движения и превращает сознание в функцию, выбор для которой уже невозможен. Свободы воли у реального индивида в этом случае просто нет. В этой связи странно наблюдать, как свою свободную волю некоторые философы направляют на то, чтобы доказать, что ее фактически нет. Стремление к безответственности. Это ведь так удобно. Ну, думаю, ими движет не только это. Разумеется, причин достаточно много. Ну, не будем их сейчас обсуждать. Лучше скажи, смешать варианты можно? Конечно. Человек такой смесью как раз и является.
смесью абсолютного создателя или Бога и абсолютного потребителя или черта. Понимаешь? Человек представляет собой более сложное и более уравновешенное существо, чем две обозначенных выше крайности. Но уравновешенность его не идеальна, потому он и приходит в движение. Что-то в его жизни обязательно преобладает, или созидание, или потребление. Мы же об этом уже говорили. Две конфликтующих схемы движения бьются в его воспаленном сознании, рождая идею борьбы добра и зла. Хорошо, предположим, одна из них победила. Что тогда? Победитель получает все, и прежде всего проблемы. Какие именно, понять несложно. Выражаясь коротко, их можно было бы назвать или муками творчества, или муками рабства. Преодолевая первые, человек постепенно учится получать удовольствие от процесса творческой самоотдачи. Он дает миру больше, чем берет от него. Становится одним из тех, кого в эзотерике называют служащими другим. Заметь, служащими, а не слугами. Это склонные к альтруизму пассионарии, в терминологии Гумилева, создающие что-то новое и отдающие это миру, как правило, безвозмездно. Они радуются, помогая другим, связывая разное воедино и создавая все более сложные, протяженные во времени миры. Проблем у них, конечно, хватает. Новое всегда неизведанно, полезным оказывается далеко не всегда. Но если их устремление стойкое, все разночтения будут погашены и бытие потихоньку устроится. Потому что у них есть вечная батарейка, позволяющая преодолевать любые неприятности и препоны. Не говоря о такой батарейке, я ничуть не преувеличиваю. Стойкое творческое начало, черпающее новые качества из ничего, позволяет продолжать такое существование неограниченно долго. Да, заманчивая перспектива. Хотя радость от служения другим, это как-то не укладывается. Когда получаешь сам, радость вполне понятна. А вот когда отдаешь... Да, это, конечно, проблема. Особенно в наше время. Всеобщее стремление получать и желательно сразу все. Опасность такого стремления понимают далеко не все. Поэтому давай разберемся. Ты помнишь, как в реальном мире взаимосвязаны объект и субъект? Один является отражением другого, а потому, закрепляя в своем сознании некую важную общую максимум, скажем, идею, что надо брать, субъект закрепляет ее и в своем объекте. Отражение этого «я» в окружающем его мире, которое в свою очередь отражает ее назад. Время течет, эта максима копится. Наконец наступает мгновение, когда человек с негодованием восклицает: «Да вокруг одни мерзавцы!» и утверждается в собственном мнении. Он и раньше думал, что так и надо. Так реально делают все. Мысль о том, что источником мерзости в этих объектах он сам и является, у него даже не возникает. Ведь он точно знает, что он хороший. Это другие негодяи, не он. Он просто вынужден подчиняться этим правилам, потому что жизнь такая. Не он ее придумал, не ему ее и менять. Понимаешь, для вторичного сознания, то есть того, кто избрал потребление, совершенно естественно обвинять во всех бедах других. Иначе и быть не может. Источник всего находится вне его, тем более источник плохого. Образ врага ему совершенно необходим. Не он виноват, другие. А раз они виноваты, у него появляется законное право грабить, убивать, насиловать. Получать все то, что сам он создать не может, а иметь, но очень хочется. Он даже может построить теорию, в которой он благородный хищник, а остальные – ничтожество, недостойные даже жалости. И эта теория тоже закрепляется в его объективном мире. В результате, с течением времени, этот мир превращается в настоящую бойню, или, выражаясь культурно, борьбу за выживание. Но что делать? Творцов и ресурсов становится все меньше, а выживает только сильнейший. И в итоге действительно остается только один, выживший в этой борьбе за источники, употребивший своих конкурентов и все имеющиеся ресурсы, но создавать что-то самостоятельно, так и не научившийся. Кто совершенен в режиме хватания, тот создавать совершенно не может. И тогда наступает расплата страшная и жестокая. Голод, холод и пустота, закаленная в битвах страсть к наживе и полная невозможность ее удовлетворить. Почитай Данте. Но ада – это как раз разбираемый нами случай. Да, картина мрачная. Но если я понимаю, куда все катится, оно же может и измениться. Конечно, в целом возможно любое решение. Но есть здесь одно неприятное обстоятельство.
Возможна ситуация, когда изменить направление без помощи извне оно уже не сможет. Почему это вдруг? Потому что отдало право выбора кому-то другому. Ты ведь про продажу души, конечно, слышал. Конечно, но всегда относился к этому как к явному вздору. Напрасно. Вспомни о двух вариантах движения – накоплении времени и его растрате. Если идет накопление времени, то есть по сути приток информации, в мире присутствует нечто особое. Творческое выбирающее начало способно извлечь из неиссякаемой пустоты что-то принципиально новое и прикрепить его ко всему, что уже имеется. Цепи же с расходованием времени, чисто потребительской цепи, этой инстанции явно нету. Все варианты возможного выбора в этой цепочке весьма ограничены. Что все есть сейчас, а что чуть позже. Понимаешь? В чисто потребительской цепи возможности изменить направление времени нету в принципе. Мощности выбирающего начала для этого не хватает. А какое это имеет отношение к продаже души? Прямое? Ну задайся простым вопросом. Вот почему в этих странных сказаниях черт чью-то душу всегда покупает, а не отбирает, как это следовало бы от него ожидать, сильного, злобного и нахального. Да потому что его полномочия не распространяются на принципиально иную временную цель. Он не может переместить божественное выбирающее начало, способное принимать стратегические решения из одной временной цепи в другую. Такое перемещение может произойти только по собственной воле этого выбирающего начала. Понимаешь? Это оно выбирает, в какой цепочке ему быть, а в какой нет. Забрать его невозможно, можно только уговорить. Например, предложив его носителю хорошую цену. Любые блага жизни подвластны князю мира сего. Представляешь, насколько он ценит это качество, если готов отдать за него практически все? Потому что понимает свою перспективу и силится ее хоть как-нибудь отдалить, привлекая в свой мир источники, способные его падение притормозить. Ну а сами-то эти источники, неужели кто-нибудь на такой обмен согласится? Если понимает, что происходит, навряд ли. А если не понимает? Ведь увести сознание от этого понимания очень просто. Достаточно убедить реальное «я», что никакой души у него никогда и не было. Оно лишь маленький винтик в большой и бездушной вселенской машине, в которой каждый сам за себя, в которой ведется страшная и беспощадная борьба за выживание, в которой жизнь дается лишь раз, поэтому спеши насладиться. Вот тебе денежка, дай мне безделец, которой фактически нет. Объективно материалистическое мировоззрение, как оно подходит для этих целей и как оно далеко от реального положения вещей. Да, значит, религия все-таки права. А вот с этим выводом торопиться тоже не следует. Только давай с тобой сразу договоримся. Есть вера, есть религия, и они отнюдь не равны друг другу. Без веры обойтись нельзя, а без религии можно. Скажу больше, в наше время скорее нужно, чем можно. Обрати внимание, какие идеи религия старается в тебе закрепить. Ты тварь, ты создан, ты раб, ты точно не первичен. К тому же еще и виноват с рождения. Виноват за все: грехопадение, чревоугодие, все, что не сыщется в мире плохого. Она предлагает тебе совершенно потрясающую по своей нелогичности идею. Все, что не есть, порождается Господом, но виноватым все равно оказываешься ты. Не он, и, конечно же, не его благородные слуги, тысячелетия управлявшие практически всем и не несшие ответственности ни за что, которые всего лишь заботились о твоем спасении. Разумеется, если ты за это немного заплатишь, например, десятину, а прикословить им даже не вздумай, тем более самовольничать. А если все-таки решишься, найдется дыба, инквизиция, костер, крестовый поход, наконец. Да это же идеальная модель для тех, кто хочет тебя использовать, тебя и твою энергию. Даже уговаривать не надо, сам принесешь и отдашь. Потому что виноват, потому что раб, потому что должен делать то, что тебе говорят. В церкви, на площади, в Академии наук. Фу ты, хрен редьки не слаще. Да что ж это такое? Все у тебя плохо. Наука, религия, все не то. Ну, горячиться не надо. Для пессимизма повода нет. И наука, и религия могут оказаться весьма полезными ориентирами в твоем развитии. И должны стать таковыми, если их правильно истолковать. Убрать фантастические предположения и отсеять все то, что тебя унижает и связывает, и позволяет тобой манипулировать. К примеру, стоит вспомнить о том, что религия сама говорит о тебе.
Вспомнить простую идею, которую тщательно гасят уже 2000 лет. Идею о том, что Сын Божий и Сын Человеческий – это одно и то же. Каждый человеческий сын, признавший в себе присутствие Бога. То есть поверивший в Бога имманентного, а не трансцендентного. Не того, которому стараются подчинить человека все мировые религии. Ну, разве что кроме буддизма, который и религией-то можно назвать лишь условно. В сущности, это мировоззрение, а не религия. Кстати, очень близко к тому, о котором мы сейчас говорим. Остальные же мировые религии каждую овечку стараются приземлить, искусно поддерживая разность потенциалов между великой высшей силой и достойным прощения грешникам. И хорошо зарабатывая на этом, как посредники, книжники и фарисеи. Им осознание имманентного Бога совершенно не нужно. Они останутся без работы. Так было 2000 лет назад, и сейчас мало что изменилось. Ну хорошо. И что же ты предлагаешь? Устранить перекосы в своем сознании. Прежде всего, перекос объективности. Веру в глобальное общее правило, ставшее базой всего мироздания. Веру, превращающую человека в винтик очень большого, неизвестно кем созданного и поэтому чуждого нам механизма. Веру, забывающую о том, что в конечном итоге, или точнее исходном начале, источником всего оказывается субъект. Именно он первичен. Правда, обратного перекоса делать тоже не стоит. Надо всего лишь признать равноправие двух глубочайших сторон мироздания – субъекта и объекта. Понять, что две эти роли относительны и условны, как и все на свете. Надо своей верой управлять. Понимать, когда верование полезно, а когда оно тащит тебя назад. Мы ведь с тобой все время меняемся, то повинуемся, то принуждаем, проявляя свободу воли там, где это еще возможно. Поэтому жесткой предопределенности в развивающемся мире нет, как и нет закона вне развивающегося субъекта. Говоря о вере, не следует все-таки забывать. Прежде всего, надо верить в себя. Верить в свои возможности, неотделимые от своей ответственности. За все, что может в реальности произойти. Понимаешь? Нельзя предавать Бога внутри, отдавая себя Богу снаружи. Если ты поймешь эту простую истину, то все потихонечку утрясется. Старые проблемы выдохнутся, а новые не возникнут. И тогда может случиться, что ты все-таки вспомнишь забытое имя Бога. Стой, не говори. Я, кажется, понял, к чему ты клонишь. Забытое имя Бога я